Всем привет! Сегодня у нас будет сравнительный видеообзор, и мы рассмотрим две масштабные копии отечественных грузовых автомобилей марки ЗИС-150 в масштабе 1 к 43. Одна модель от автоистории, вторая от Deep Models. Обе модели давно сняты с производства, хотя при желании их можно найти в открытой продаже. И модель от Deep появилась в продаже в 2010 году. Модель от автоистории поступила на рынок в 2014. У моделей сильно отличалась цена, от Аиста грузовичок стоил в 2 раза дешевле, но, конечно, он сделан значительно проще, чем более дорогостоящий вариант от Deep. И сегодня мы наглядно посмотрим, как каждому из производителей удалось передать образ настоящего прототипа, какие у моделей есть недочеты, как модели друг от друга отличаются в плане сборки, покраски, какие у них есть дефекты. Но забегая вперед, скажу, что обе модели более-менее аккуратные. И, конечно, последующая продукция как у одного, так и у другого бренда сильно страдает в плане качества сборки. И появились пятнышки клея, криво установленные детали, и раньше у этих брендов такого не наблюдалось, во всяком случае на тех моделях, которые я покупал в свою коллекцию. И начнем мы с упаковки. У автоистории более компактная картонная коробка, и с одной стороны это преимущество. Если вы храните модели в упаковке, то вы экономите место. Но с другой стороны упаковка сделана очень отвратительно, тонкая картонка, также очень тоненький прозрачный блистер, который никак не защищает модель при транспортировке. И зачастую подобные модели приходят со сломанными зеркалами, брызговиками, также отломанными другими деталями. К счастью, мой грузовичок пришел без каких-либо повреждений. И коробочка здесь оформлена в традиционном для этого бренда стиле. На нижней стороне упаковки есть различная информация, которая касается производителя. Написано: это игрушка, модель машины в масштабе для детей от 3 лет. Здесь я подхожу, и также указано, что эта модель изготовлена в Китае. И есть сайт, на котором можно было ознакомиться с ассортиментом данного бренда, но я заходил на этот сайт, там ничего нет. И давайте распакуем этот грузовичок, поставим его в сторонку, и тогда уже начнем сравнивать две масштабные копии. И здесь модель окрашена в очень необычный цвет. Такой грузовик существует в реальной жизни, он находится в моей стране, но это был просто перекрас. Изначально машина была с кабиной голубого цвета, и, видимо, инженеры Модимио взяли первую попавшуюся картинку из интернета. И у автоистории предлагалось 3 варианта окраски ЗИС-150. Первый грузовик, как вы видите на ваших экранах. Вторая машина была желтого цвета в варианте Аэрофлот. И третий грузовик был с серой кабиной и синим кузовом, если мне не изменяет память. И у ССМ автомобиль был полностью в зеленом цвете, и был грузовик с желтой кабиной и серым кузовом. И давайте покажу вам упаковку от Deep Models. Здесь более массивная коробка, и как раз у меня коробочка пришла с повреждениями. Это не очень хорошая новость, но в плане видеообзора, я думаю, это наглядный пример, что упаковка порой предотвращает повреждение масштабной копии. И сам грузовичок у меня без каких-либо дефектов, поэтому я очень рад, что у Deep более продуманная коробка. Также она окрашена в ярко-желтый цвет, есть фотография масштабной копии, вид сбоку, вид спереди, вид сзади, и на нижней стороне упаковки есть информация, которая касается этого бренда. Тоже указан их официальный сайт, есть артикул, по которому можно найти модель в интернете. Естественно, эта модель тоже изготовлена в Китае, и написано, что эта продукция не предназначена для детей младше 14 лет. И Deep поставил более высокую планку, поэтому, видимо, их модели покупают не такое большое количество людей. И модель от Deep я уже распаковал, потому что этот грузовичок был очень сильно прикручен к подиуму, и мне пришлось откручивать эту модель
в несколько этапов и боялся, что сломаю подставку. И странно, почему вообще так сильно прикручивают модели. И здесь у меня два варианта. Или грузовики прикручиваются специнструментом, который не настроен, или просто китайцы кушают очень много риса. Других объяснений у меня нет. И у этого грузовика очень красивый темно-насыщенный зеленый цвет. Вот именно в такой схеме окраски мне и запомнились ЗИС-150. И в плане цвета мне модель от Deepa нравится больше. Но уже говорил, когда делал детальный видеообзор на эту масштабную копию, у этого грузовичка серьезные проблемы с геометрией кабины. Не буду перечислять все недочеты, это не основная цель сегодняшнего видеоролика, но одна из проблем – это наклон капота, также скругление задней стенки, переразмеренные дверные ручки и не очень верное расположение светотехники. И, конечно, у ЗИС-150 довольно сложная кабина, и у костромского бренда тоже не самый удачный вариант, но мне он нравится больше, чем аналог от Deep Models. Но эта модель сделана более ажурно. Здесь очень много мелких деталей, такие как стеклоочистители, зеркало заднего вида, дверные ручки. Также очень хорошо сделан интерьер кабины, правда, из-за того, что все черного цвета, очень сложно рассмотреть, что находится внутри. И у этого грузовичка сделаны приспущенные окошки. На варианте от автоистории стекла в поднятом положении. Также, если вы посмотрите на переднюю часть, здесь вполне хорошая светотехника, присутствуют рассеиватели. Правда, фары наклеены не очень аккуратно, и правая фара у меня смотрит куда-то в бок. Хорошо сделана решетка радиатора, очень ажурные отверстия, сквозь них проглядывается радиатор охлаждения. Также у модели установлен регистрационный номерной знак. Это небольшой бонус, но сейчас номера делают намного лучше, уже объемными, и в этом плане я не вижу особых преимуществ у этого старого грузовичка перед моделью от автоистории. Также, если посмотреть на колесные диски, то они выглядят немного плоскими, и колесики мне больше понравились у автоистории, но у Deepa лучше покрышки. И во всяком случае на этой модели резина не оплавила обод колеса. Правда, протектор здесь какой-то странный, и на советской технике я не встречал резину с таким протектором. Если она существовала, напишите в комментариях, что это за модель покрышки. Также у грузовика отлично детализирована ходовая часть, окрашена выхлопная труба, коробка передач, двигатель, присутствует топливный бак, другие элементы, и колесики здесь вращаются независимо друг от друга, и у грузовичка поворотный передний мост. Это визитная карточка многих грузовых автомобилей от этого бренда. Также мне очень нравится, как Deep делает кузова на грузовых автомобилях. Доски здесь с фактурой. Возможно, вы скажете, что переразмеренная фактура досок, но во всяком случае она хорошо видна, и это не голые борта, как на костромских изделиях. И у грузовика очень красиво окрашен тент. Правда, эта деталь вклеена в кузов грузовика, и ее демонтировать не представляется возможным. И эта деталь из полимера, она довольно тяжелая и добавляет весу этому грузовому автомобилю. Когда вы берете его в руки, то сразу ощущаете, что это хорошее добротное изделие. Так что в плане тактильных ощущений модель от Deepa выигрывает. Если посмотреть на заднюю часть, то установили фонарь. Правда, это огромная деталь, и на советской технике подобных фонарей я ни разу не встречал. И у меня такое ощущение, как будто осветительную технику просто взяли с китайского аналога ZFan. Также на кузове с задней стороны окрасили катафоты красным лаком, а спереди почему-то их забыли покрасить, хотя можно сделать доработку самостоятельно. И давайте посмотрим на модель от автоистории.
Здесь уже более простое изделие, и у Аиста только металлическая кабина, а рама и кузов — это пластик, тем более пластик, окрашенный в массе, и выглядит он менее презентабельно, чем у модели от Deep Models. Здесь уже хуже проработана ходовая часть, что-то похоже на двигатель, на коробку передач. Можно было окрасить хотя бы глушитель, хотя несложно его покрасить самостоятельно, но это опять же нужно разбирать масштабную копию, подбирать подходящую краску, находить время на доработку масштабной копии. И на этом грузовике я перекрасил колесные диски и поставил харьковскую резину. И это была вынужденная мера, потому что оригинальные покрышки у меня оплавили обод колеса, и здесь изначально диски были белого цвета, и в одном из видеороликов я показывал вам модель в таком виде, в каком я ее приобрел изначально в коллекцию. И также на кузове я раскрасил катафоты. И тоже тут черный интерьер кабины, сложно рассмотреть рулевое колесо, рукоятку переключения передач, но у этого грузовика мне больше нравится, как сделаны дверные ручки. Они попадают в 43-й масштаб, и как раз вы наглядно можете посмотреть, насколько крупнее дверные ручки у модели от Deep Models. И зеркало заднего вида мне тоже больше понравилось у модели от Автоистории. Во всяком случае, оно расположено более правильно. У модели от Deep в зеркало вы увидите только тент, а не то, что находится сзади грузового автомобиля. И как раз вы можете посмотреть, как выглядят передние части грузовичков, автомобили, вид сбоку и как отличаются рамы у грузовиков. И если подвести итоги, то у Deep более ажурная, детализированная модель, хотя есть очень серьезные недочеты. У Автоистории в плане передачи образа прототипа лучший вариант, но модель сильно упрощена, также покрашена не в очень типичный для этих грузовиков ярко-красный цвет. И если вы хотите сэкономить денег, то можете ограничиться вариантом от Автоистории. Если хотите более детализированную масштабную копию, то, конечно, лучше приобрести грузовичок от Deep Models. И эти модели сегодня встречаются за вполне адекватные деньги. Я видел на некоторых торговых площадках такие грузовики продавали за 3500 рублей, и в некоторых случаях их можно найти даже дешевле. Так что, если вы хотите грузовичок именно в зеленом цвете, то обратите внимание на этого производителя. И пишите в комментариях, какой грузовик вам понравился больше, какие недочеты вы увидели на этих масштабных копиях и какие преимущества вы считаете у каждой из масштабных моделей. Если вам понравился данный видеоролик, то не забывайте поддержать его лайком. Вступайте в мои группы в социальных сетях, ВКонтакте и Фейсбуке, жмите на колокольчик и также подписывайтесь на этот и основной канал. Там выкладываются разнообразные видеоролики на самые свежие новинки из моей коллекции. А на сегодня это все. До новых встреч. Пока.